Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Давайте смотреть это, в общем, что у него там происходит. И обязательно посмотрим, что скажут карты вам. Что-то новенькое, может быть, по поводу этого мужчины, по поводу чего-то нового вокруг вас, да, и ответят на кое-какие ваши вопросы. Карты сегодня открыты. Будем спрашивать, будем смотреть. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? Да, проговорите его имя, ну и на всякий случай свое. Пусть карты вам тоже многое что расскажут. Угу. Так, мужчина. Давай сначала с тебя начинаем. Мужчина, какой ты? Расскажи о себе, чтобы понимать, кто пришел на расклад. Вы на расстоянии, звездочка выходит первая. Вы не вместе, однозначно. Еще и по Луне, звезда Луна. Вы на расстоянии. Вы и он мало друг от друга знаете на сегодняшний день. Король жезлов. Король жезлов вышел. Что у тебя? Пятерка мечей, самобичевание какое-то идет. Был треугольник. Сейчас скажу. Девяточка кубков, императрица. Императрица — это вы. Так, ну смотрите, что по этим картам. Вы, да, не вместе. И скажу так, ну, уже какое-то время не коротенькое. Вы мало друг от друга знаете сейчас, на данный момент. Мужчина, который пришел на расклад, он умел и умеет обманывать. Но плюс ко всему он еще и обманывает себя периодически. Потому что навешивает на себя что-то такое, что да вообще думать даже об этом не надо. И верит во что-то. Вот у меня вот так. Очень любит себя, строит из себя правильного, такого вот достойного человека. Прям говорю, да, строит. Но он дотошен. Такой весь поговорить, доказать что-то. Тут действительно человек не может просто да, хорошо, и на своей волне. Нет, он должен доказать, даже если не прав. Потому что ему нравится главенствовать. Знаете, ему сейчас вот колесо фортуны выходит, и императрица — это вы в этом раскладе. Король жезлов, императрица. Но его вот такое вот состояние, даже скажу наглость его, да, она ему сейчас в ущерб идет. И вы в этой жизни, вы растете. Вам пришлось разойтись из-за обмана и, возможно, даже вот предательства треугольника. По влюбленным вы любили этого человека. Ну, в принципе, вот по этой карте и он тоже. От него много что хорошего можно было получать и жить вместе. Но он как-то то ли вот с этим обманом, да, по пятерочке мечей повелся на кого-то, то ли даже сам себя обманул. Такой он самый-самый-самый, он везде пройдет, вы к нему еще прибежите, потому что будете на коленях стоять просить, но не получилось этого, хотя в его голове такое было. Вот смотрите, если нет, не похож этот человек, кого загадали, значит, следующий расклад будет ваш, да? Но здесь четко вот так карты говорят. По императрице вы растете в этой жизни, вы перекручиваете свою фортуну на свою сторону, хотя он тоже хочет ее урвать. Но у него другая фортуна, у него больше сейчас идет карма. А карма, правосудие, знаете, такое впечатление, что ему карма поет песенки даже, вот если не он ей. Возможно, если он верит в карму, то он сейчас страдает, реально страдает. А если не верит в карму, там во что-то еще,
все равно тоже есть страдание, но немножко оно другое, более уводящее в другую сторону. Хотя карма около него танцует, поет песенки. Правосудие включилось. Вы знаете, правосудие включилось в его жизнь. Ну-ка еще немножко. Девяточка. У него эго большое. Большое эго, которое любит побеждать. Которое любит побеждать. Ну вот такой человек. Дальше. Да? Вообще, колесо фортуны вышло вот просто в конце. Вы должны были встретить этого человека. Вы должны были вместе побыть. Но здесь немножко идет по-другому. Я четко вижу на сегодняшнем раскладе карму, которая должна была отработать свое в его жизни. И вы были посланы ему как, ну как бы там ни звучало, как помощь. Если бы он услышал вас, он бы изменил свою судьбу, и у него намного лучше было бы в жизни, чем сейчас, и неизвестно, что будет, как говорится, да? Ну, как-то так карты хотят сказать сегодня, прям так весомо, весомо. Вот. Но так как не его в вашу жизнь прислали для исправления, его как ну, деталь, что ли, какая-то, да. Если бы он действительно вас услышал, он бы изменился, и вы были бы счастливы, потому что любовь в вашей душе была. Но судьба увидела, что он не может потянуть. Он остается в своем кармическом пути, который должен реально почистить, а у него никак. А вы чиста, вы императрица. Ему жезл в руки давали, но он эгоист по 9 кубков. И поэтому свою судьбу он будет еще сам там что-то там доделывать, да. И если он реально изменится, то в ближайшее время ждите его в гости. Если все-таки таким и остается, в вашу жизнь идет по вашей фортуне новый интересный человек. Вы императрица в этой жизни. Вы человек, который не может жить в пустоте. Ну, давайте дальше, да? Давай ты еще мужчина, кто ты, какой ты, и свои мысли, да, чувства, мысли к девушке, которая смотрит, и вообще ощущения, что тут выпало. Принц жезлов, такой деловой, бегать любит где-то, вот, из каких-то, ой, как ему хочется, чтобы он был на высоте, а кто-то перед ним прямо на коленях ползал. Он хочет поменять свою жизнь, потому что его жизнь конкретно здесь просто Верховная Жрица не знает как. Просто, ну смотрите, он недавно праздновал какой-то праздник. Может, у кого-то был на дне рождения, может быть, свое день рождения. Но вот какой-то праздник был у него просто недавно. Что-то было такое. Но можно здесь сказать праздники праздниками, но на душе у него печаль. Любви ему не хватает. Очень сильно хочется быть молодым, юным. Ну и такого, знаете, вот такого впечатления. Здесь идет такое в омут с головой. Вот есть у него такое желание. С одной стороны, он прошлое не хочет возвращать, с другой стороны, он хочет опять стать таким сильным, молодым, ну и чтобы впереди было много всего. Он бы изменил многое сейчас, хотя у него есть еще шанс. Но вот возьмет ли он его? Тут по Верховной Жрице это неожиданные какие-то действия, неожиданные какие-то подсказки даже идут. Перемены в его жизни, да, есть. Он очень ее хочет, и она будет. Вот только в какую сторону? На дно или все-таки вверх?
Просто после 13-го идет Верховная Жрица, это тайна, не раскрытость. Тут смотря как он себя действительно будет вести. Если он действительно принц на белом коне, если он действительно хочет многое подарить, дать и, конечно же, видеть и быть счастливым, то одно, если он хочет только брать, ну и тогда быть, по его пониманию, счастливым, он опять попадает в 5 мечей, где идет самообман, и сила его теряется. Перспектива любви теряется. Новые дороги закрываются. Стабилизация, 9 пентаклей, тоже не попадет в его руки. Вот справедливость. Посмотрите, какие карты выходят. Вот последняя идет справедливость, и это чаша весов. Что он решит для себя, то он и возьмет силу, здоровье, семью, дом счастливый, 3 жезлов, новые дороги, 9 пентаклей, деньги, успех. И все это идет по справедливости. Если он попросит прощения за свои дела, действия, если он действительно немного в себе что-то хотя бы изменит, то он это все получает. Если все-таки чаша весов идет на просто вот на то, чтобы все люди перед ним присмыкались там или продолжать в том же духе он будет, то чаша весов, конечно, перевешивает, что вот это все исключается и перечеркивается в его жизни. Ого, карты конкретно сейчас четко отвечают. Чувства. Новые дороги, пентаклевый туз, принц пентаклей и 8 жезлов, скорость, новости. Чувства легкие, но заторможенные немножко по принцу пентаклей. И в то же время он на сердце держит большой такой вот груз, какого-то одиночества. Хотя он, да, может быть среди людей и вперед идущий такой, но у него есть одиночество. Он хочет быть с вами везде. В доме, в каких-то путешествиях, в работе в своей. Вы, наверное, ему очень много подсказывали, хотя он в тот момент, может, и не понимал. Может быть, подсказывали, свое мнение говорили. Может быть, просто он с вами был устойчив в этой жизни, в надежном доме, в надежных руках. Не вы, а он даже, можно так сказать. Такое было. Ну, конечно же, каждому человеку хочется быть в надежных руках. Но он реально как не понимал. Тебе что, закрыли твое понимание? Кто-то тебе что-то не так? Дьявол. Ему закрыли глаза на отношения с вами. В самом начале была вот эта 5, где его обманывали, и он сам себя потом. А дьявол на этот вопрос не просто так. Так что да, очень даже возможно, на него была магия напущена. И вы поэтому не смогли остаться вместе. Вот так. Он любит вас, но он боится почему-то это говорить и показывать. Он реально любит вас, даже если вы много лет уже не были вместе. У него ёкает сердце, когда он вспоминает вас, а если и видит еще вдобавок, у него реально на сердце такое начинается, как буря, что он может, ну реально вот такой вот встать и вот как надулся все равно, да, ну как же выскочила императрица, когда он вас видит. Он такой вот, хочется быть сильным перед вами, хочется, чтобы вы еще раз обратили на него внимание. И знаете, когда вы реально проходите мимо, ну, может быть, вы живете где-то рядом, может быть, и далеко очень, но вы же живете, как проходя мимо его жизни, да? И он вот это вот
сначала так вот надуется, да, как, такой надутый, как хочется ему перемен по вот этому вот 13-му аркану. Но следом идет прям на перемены Паж Пентаклей, то есть этот, принц, рыцарь Пентаклей. И он понимает, что а куда мне? Я ей не нужен, говорит мужчина. И он может уйти даже в запой после этого. Либо у него может быть стресс, либо он может на ровном месте выплеснуть свои эмоции, поругавшись с каким-то человеком. Вот именно в этот момент. Чтобы выплеснуть все, что надуто. Вот так. Дальше. Что тебя волнует, тревожит на сегодняшний день? Башня разрушающаяся, да? У него нет любви. Принц кубков и разрушения. Король мечей — нервы. Нервы на пределе у человека. И деньги какие-то ждет. Ждет какие-то улучшения по работе, ждет окончания чего-то, чтобы пути были открыты. Он даже поехать куда-то вроде бы как не может. Или пойти на новую работу, допустим. Может, к вам приехать никак не может. Но вот он ждет, очень ждет и нервничает, чтобы какие-то пути открылись. У него нет любви, у него просто вот башня. Он держит этот кубок. Так хочу любви, говорит, но он на нервах и в разрушениях. Твои тайны, твои волнения. Тайна есть, вы в голове тайна. И еще какая-то тайна у него сегодня есть. Какая тайна? Я спрашиваю, конечно, этим словом, но в основном это просто вот что-то скрытое на сегодняшний день. Он какие-то дела делает, которые не оглашает своим даже близким. Он куда-то хочет пойти, поехать, что-то завершить, либо наоборот открыть. Вот какой-то его план. У него есть какой-то план, и он думает, что он справится, что он будет на высоте, что денежки к нему придут, или там удача, счастье, да. Любви хочется, как еще раз карты говорят, как он скучает в одиночестве, потому что хочет любви. Мысли о вас, реально. Так, и о денежках, о работе какой-то. Деньги в руках, под ногами. И какие-то, да, свои действия, свои планы, которые он скрывает. Мое. И не надо никому слушать, говорит человек. Есть у него, такие быт, житейские. Может, действительно и не надо никому рассказывать. Справишься со своими планами, не рассказывая. Девятка мечей. Чем ты закрываешься? Очень сложно, но справиться. Девятка мечей, хотела сказать нет, но думаю, чем она закроется все-таки, потому что идут нервы, голова болит, очень много мыслей, а как правильно, а каких людей подключить. Вот такое у него сейчас в голове. Но идет победа. Тяжело, но справится. Так. Чему ты радуешься? Есть у тебя радость? Король жезлов. Такое мысли. Дом и любовь к себе любимому. Радуется своим маленьким успехам, радуется тому, как на него посмотрели люди вокруг. Он очень любит, когда ему чуть ли не вслед заглядывают. Либо постоянно звонят и спрашивают, можешь ли ты что-то сделать, подсказать, ты ж такой умный. Он даже скажет, знаете, здесь идет вот именно... Прям как будто бы он сидит здесь рядом и разговаривает. И он даже может сказать, ой, как они мне все надоели, как я устал. Но ему очень нравится, когда звонят, говорят, встречают на улице. Привет там и все такое. 2 слова, все, он уже цветет. Вот такая радость на сегодняшний день, потому что только, видимо, это, вопреки всему, его спасает. У него в доме холод. Принцесса мечей — это, если какие-то люди есть в его доме, то отношения холодные.
реально холодные и такие рациональные, может быть, он кому-то дома должен, или кто-то ему, ну, в общем, вот такое. Либо дома пусто, а он очень хочет яркого, цветного, радужного, детки, чтобы рядом бегали. Но холодно по этому вопросу. Ну, давай еще раз, что у тебя там в доме? Что-то холодно, уже сказали карты. Ну, давайте еще. Дьявол дома ходит. Женщина. Возможно, его мама, потому что жезловая, как и он жезловый. Либо, если он женат или живет с какой-то другой женщиной, то вот она рядом. Она в его доме, либо он в ее доме, но там, где он ночует. Или мама его, тоже жезловая по крови, родственница, да. Может быть, тетя, ну, кровная родственница, еще могу сказать. Тетя, дочка. Но здесь женская энергия, и почему-то связанная с дьяволом. Дьявол может сказать, что да, от этой женщины была магия, но может сказать, что от этой женщины свои интересы просто давили этого мужчину и просто вот в цепи связывали его и не давали ему жить своей жизнью вот от этой женщины. Хотя дьявол по-любому был, может, даже от других каких-то людей. Ну, я имела в виду магию. Раз он тут второй раз уже выскочил. Страшный суд здесь, смотрите-ка. А эта женщина, ее энергия рядом с ним. Это если это его мама, а ее нет уже в этом мире, то до сих пор ее энергия рядом. Здесь страшный суд с небес выходит. Мужчина действительно карму несет, он должен исправиться. Если есть, как я всегда говорю, любым, даже, и вы тоже говорите, даже врагам своим, пусть будут живы-здоровы, чтобы этот красивый бумеранг вернулся к вам, даже от них. А там судьба сама с ними решит, что делать. Но здесь идет страшный суд, здесь исправление, здесь выход, здесь его вытягивают из рук вот этой вот какой-то женщины или каких-то энергий дьявольских. Его вытягивают сейчас. Вот так вот в его доме. Он возвращаться будет в нормальную жизнь. Если он сможет, будет все хорошо. Если нет, то, ну, значит, время ушло. Что еще? Ну, давайте с соперницей, да, раз тут женщина вышла. Если есть у вас соперница, да, ну, если есть у него другая женщина, и вы знаете, смотрим, да, если вы, допустим, не знаете, либо точно нету, немножко пропускаем. Она королева кубков, солнце, и вот они, обманы. Обманы театра, да. Так, во-первых, эта женщина сама себя обманывает тоже. Она очень хочет, чтобы он ее любил, но он ее не любит. И она актриса, скажу так, потому что вот если бы не пятерка мечей, другая карта вышла, я бы сказала, о, тут и туз кубков, и солнце, и королева кубков. Все хорошо. Нет, оно должно быть все хорошо, но она себе приписывает это все. Она думает, что же мне еще сделать, чтобы вот он опять на меня такими яркими, светящимися глазами смотрел. Знаете, ее жизнь вот тоже нормальная, да, которую она хотела, солнце, туз кубков, они уходят в прорву. Пятерка мечей — это еще борьба, где кто-то все-таки побеждает, а кто-то проигрывает. В данном случае она проигрывает свое счастье с этим человеком. Так, что дальше? Мужчина, а ты что хотел бы сказать? Ты будешь свою жизнь менять в ближайшее время? Он так вас ждет. Ну, реально. Ему та женщина, если она есть, не нужна. Он вас ждет. Он любит вас, императрицу своей жизни, кубковый король.
и сильно любит, карта силы выходит. И очень хочет подарить вам это счастье, чтобы вы, как раньше, дарили ему. Знаете, по этим картам он может сейчас сказать, вот и реально, как будто он сейчас рядом сидит и говорит, а ты скажи ей, она так изменилась. Он думает и вот чувствует, что вы очень изменились. Вы не такая, как тогда. Ему очень хочется обратно вас в свою жизнь втянуть, как говорится, да? Но он понимает, что вы не такая, как раньше. Вы изменились. А тебе это нравится? По звезде это необычно. Я еще не понял этого. Но, возможно, да, это то, что нужно. Ну, как бы по этой карте именно так его ответ звучит. Что еще? А ну скажи, мужчина, что бы ты сказал девушке, которая сейчас смотрит, да, императрица, в общем, вам, да, что он хочет сказать? Вот если бы вы были рядышком, что ты хочешь сказать? Двойка пентаклей, принцесса пентаклей, клетка восьмерки, но выход по умеренности через ангела и чистую воду будущего. Над головой красивый свет, чистая вода. Так. Я даже не знаю, он не знает, что сказать. Давайте так, что по картам, да? Мне с тобой было хорошо, а сейчас плохо. Я сейчас в каком-то неуравновешенном состоянии. И я не знаю, что мне делать, потому что я как птица в клетке. Я не могу до тебя достучаться, я не могу тебя увидеть, я не могу к тебе прийти. Почему-то он реально закрыт. Но по карте умеренность я надеюсь, говорит, что все-таки потихоньку, но придет момент, когда мы с тобой встретимся, и лучшая сторона, лучшая надежда моя просто вот выскочит вверх. У меня есть надежда, в руках держит пентакльку, но она маленькая, все-таки принцесса выходит, но это как паж. Она маленькая. А давайте спросим у карт, что карты для вас скажут, вот именно карты, не от мужчины, а общий вот фон этого расклада, да? Что карты для вас скажут? Пустота. Король пентаклей, радость, счастье. Из пустоты мужчина вас выведет. Из одиночества, пустоты, безденежья. Вот какой-то мужчина в вашу жизнь идет. И будет страсть интересная, такая сильная и хорошая. Вы получите то, что действительно вы хотите. Вы как в руках держите свою мечту и никуда не отпускаете. Так, сейчас еще пару карт. Прекрасно, еще и фортуна выходит. Смотрите, что хотят карты сказать. Ну, вот это вот как тишина, пятерочка. С этими картами. Это, знаете, вот, знаешь, иногда тишина между двумя людьми, да, и вот разлука, может быть, даже навсегда, может быть, на чуть-чуть, но это не всегда пустота. Это иногда переполненная чаша слов, которые боятся пролиться, боятся, как сказать, боятся испортить еще что-нибудь. Видите, как немножко подвешенность идет. Что карты хотят очень сильно вам чего-то сказать. Знаете, в этом раскладе вышла очень удивительная энергия. Человек, который пришел, мужчина, да, он не просто думает о тебе, о вас. Он буквально вот как рядом сидит, прокручивает в голове сценарии. И вот отсюда идет, да, а что если? А что если я просто напишу? Не будет ли пусто? Будет ли страсть? Как она посмотрит на меня?
Как нам по судьбе таки, он тоже спрашивает. Что ответит? Хочет она нашего будущего, либо мечом разрубит все. Он тоже как бы боится, вот мужчина. Вот по всему этому раскладу карты так говорят. Этот расклад — это послание не только о конкретных отношениях. Знаете, здесь я очень вижу, вот реально вижу для вас что-то новое. Если вот этот мужчина так сильно переживает о твоей реакции, как ты скажешь, ответишь, пошлешь ли ты его подальше, да, либо наоборот, примешь в жизнь заново, значит, вот твое присутствие в этом мире оставляет очень глубокий след, так хотят сказать карты. Это фортуна, это большая, это сильная карта. И вот он след. Посмотрите, дорожка из монет. Уверенность, стабильность по фортуне. В вашу жизнь действительно идет любовь. Мир не состоит из холодных стен. Вы не безразличны. И знаете, такое впечатление, что очень много людей, которые вот прямо сейчас хотят вам позвонить. Кто-то сможет, кто-то нет. Да, я именно сказала это слово «много людей». Это может быть какие-то незнакомцы, чисто по работе, потому что их тянет к вам. Может, там какое-то объявление, да, либо если вы там у вас другая работа и что-то еще в этой сфере, потом к вам тянутся люди, родственники. Но есть и да, есть и плохие, но к вам тянутся. Значит, вы действительно очень сильный след в этой жизни. Карты красиво говорят про вас сегодня. Они хотят, чтобы вы это услышали. Жалко, что это не услышал мужчина из прошлого. Вот поэтому карты об этом и говорят. Знаете, кто-то собирается духом, или как это сказать, с духом, да, с духом, тут душой, с духом, чтобы просто коснуться вашей жизни. Вот этот мужчина, он здесь немножко, мне как видение, идет размывчатый. И еще раз скажу, если этот мужчина, тот, которого вы загадали здесь, который пришел на расклад, поменяется и услышит то, что ему сама судьба кричит, вы будете с ним очень счастливы. Если все-таки не смог, у него, может, и будут еще пару попыток. Он может и проявиться, и что-то вы будете обсуждать. Но если он до конца так и не смог переступить это, то к вам в жизнь идет новый человек. И после затянувшейся, может быть, или какой-то неприятной паузы в вашей жизни, да, вот какой-то пустоты, в вашу жизнь идет страсть, любовь, понимание, уважение, вот такое вот качество тоже. Очень мудрость какая-то, мудрый человек идет, как отрубает плохое из вашей жизни, да, и если что-то будет говорить, это будет очень приятно слушать. Новая дорога, и по судьбе все складывается так, как надо. Вот так карты сказали. Вообще, скажу так, вы очень ценный человек, значимый. Ну и еще раз скажу, кто-то прямо сейчас очень надеется, что дверь в твое сердце еще не закрыта. Серьезно, серьезно, на все замки. Кто-то, у вас есть там тайный поклонник. И я так вижу, что скоро будет сюрприз. Я прям напишу вот это вот в названии там или на обложке. Вот я вижу тайного поклонника около вас. И сюрприз вижу в вашу жизнь. Особенно для тех, кто посмотрел уже до конца и слышит это. Это именно для вас. Маг идет. Но маг это тоже как тайный поклонник и сюрприз. Судьба работает над тем, чтобы вы были счастливым человеком. Тайный поклонник и сюрприз. Уже никто не сможет помешать вам быть вместе. Вы многое прошли. Вы знаете, что делать. И мужчина прекрасный, с дороги, колесница, с дороги. Как ваши вот две лошадки, да, они соединяются. Его дорога жизни, ваша дорога жизни, вы вместе. У вас есть поклонник.
Вы нравитесь, вы реально, он влюблен, он реально влюблен в вас. И смотрите, если вы действительно вот не хотите быть с этим человеком, ждите в гости, как сюрприз, нового мужчину. Карты, а нужно ли что-то от себя сделать, чтобы он быстрее пришел, допустим? Тут идет чаша весов. Что она значит? Ну это просто вы просмотрите то, что для вас ценно, да, что вы действительно хотите в этой жизни видеть. Отпустите, прям выкинете эту чашу, переполненную каким-то, может быть, злом, бывает, или обидами, да, выкидывайте, потому что то, что разбилось, то уже разбилось, а за спиной стоит счастье двух людей, ваше и рядышком с вами вот такого мужчины. Такая вот карта. Просто отпустите прошлое и улыбайтесь будущему. Оно рядышком. Так, ну и давайте немножечко еще посмотрим, раз уже вот это вот сказала, да. Сначала посмотрим, если вы реально не хотите быть с ним, вот поклонник у вас есть. Если вы хотите быть с ним, у вас тоже поклонник. Поклонник есть вот все, кто сейчас смотрит, он реально есть. Просто выбор будет, конечно, либо тот человек, либо тот, да. Тот мужчина из прошлого, либо новый. Ну, у кого-то да, у кого-то будет выбор. Если вы не хотите уже точно быть этим человеком, что вам карты скажут? Королева Пентаклей идет. У вас прибавление в денежном, фортуна денежная идет, и еще и открытие. Вот двойка мечей, это когда открой ты себя, да, открой. У тебя повязка на глазах, ты не видишь то, что действительно уже происходит. Десятка жезлов, ты слишком сильно тянешь, несешь на себе чужие тяжести, не знаю, там проблемы, да, но и свои тоже не выбрасываешь, просто тащишь их, тащишь в воспоминаниях, в вечных обидах подсознания. Вот надо немножко себя очиститься и отдохнуть, съездить куда-то отдохнуть, привести себя в порядок, сделать то, что давно очень хотела, и у тебя закрутится с новой силой поток событий, которые ты будешь видеть, радоваться, смеяться и в любви быть. Угу. Так, и еще, кто хочет все-таки быть с этим мужчиной, что карты скажут? Вот он, император. Если таки хотите, ну вот он, император. Лазит рядышком, влюбленные, с любовью. Ну, сейчас посмотрим рядом, что будет. О, туз мечей прекрасно. Что после этой карты? Это прекрасно. Это значит, идет очищение от третьего лишнего. Любовь идет, но любовь для двоих, а мечом очищается, третье. Что-то вот, чтобы никто не лез уже в вашу жизнь больше. Так, подвешенная ситуация. Дополню здесь, почему ты вышла. Здесь меч, здесь хорошо, еще один вопрос. Почему вот такое вот выходит в конце? Это что значит? Значит, что надо что-то отбросить, или значит, что надо никуда не идти, или наоборот бежать? Я даже не знаю, какой вопрос тут задать. Девятка жезлов. Император или императрица? В прошлом. Смотрите, как вы в прошлом поступали? Вы прощали его? Если вы постоянно прощали его и первые приходили на контакт, чтобы помириться, все, теперь его очередь. Как в прошлом, не делайте, иначе получите опять подвешенность, какие-то остановки, какие-то тоже проблемные недопонимания и боль. Если вы, еще раз давайте скажу, если вы раньше всегда первое приходили прощения просить, либо «ой, давай помиримся»,
Так не делайте больше. Если все-таки это делал он, тогда да, ваша сила в ваших руках. Поэтому как прежде уже не делайте и как прежде уже не будет. Кто из вас первым должен подойти, вы решите сами. Но отношения ваши будут вот любовь вдвоем. И по-другому нет, не должно быть. Потому что все будет отсекаться. И лучше это отсечь изменением положения и каких-то действий уже сейчас. Но я надеюсь, что по этим картам я все-таки собрала все воедино и еле-еле, но сказала, что они хотят сказать вам. Вот. Подсказать типа, да? Ну и напоследок, что тут карты скажут? 7 мечей и 3 кубков. В ближайшее время будьте, пожалуйста, аккуратны по поводу людей и их мнений в вашу сторону и вообще о вашей жизни. Да и о своей тоже. Есть какой-то обман от какого-то человека в вашей компании. Идет какой-то обман. И, как сказать, я прям вот так вот говорю, потому что я надеюсь, что вы уже поняли, да, что делать и как понимать это. Но просто не берите это за чистую монету. Есть какой-то обман. В общем, будьте аккуратны в ближайшие 3 дня, это точно. Может быть, даже неделю. Там в других раскладах будем смотреть. Если еще раз подсказочка такая будет, еще раз скажу. Если уже не будет, значит все, прошли этот этап. Но обман какой-то рядом крутится, будьте аккуратны. Из вашей компании людей, в которой вы частенько бываете. Может, друзей, может, опять же, родственников. Ну, вы их знаете. Все, на сегодня все. Счастья громадное вам, фортуны крепкой, хорошей и прекрасного выхода из каких-то неурядиц. Да? Дай Бог, да будет так. Все, до следующего видео. В следующем видео я завтра, наверное, попробую настроиться на старинное бабушкино гадание. Посмотрим, что там карты расскажут по той схеме до этого гадания. Чем сердце успокоится. Ну, думаю, вы знаете, что это за гадание. Ну, кто не знает, приходите, новенькое увидите, да? Все, на сегодня все. Счастья огромадное, здоровья крепкого. Увидимся, услышимся. Подписывайтесь на YouTube-канал. Только на YouTube, да, я только здесь. И жмите колокольчик. Все, всего доброго.